тихом городке на южном побережье Турции, где дни тянулись неторопливо и размеренно, жила женщина по имени Айши вместе со своей удивительной кошкой Лилой. Лила была не просто домашним любимицем, она стала настоящим другом, обладающим редким умом, чуткостью и невероятной красотой. Ее густая серебристая шерстка и яркие изумрудные глаза заставляли прохожих оборачиваться и восхищаться. Каждый вечер Айши выходила на прогулку, а Лила неизменно сопровождала ее, грациозно выступая рядом, словно оберегая хозяйку от любых опасностей. Местные жители привыкли к этой паре, многие улыбались при встрече, гладили кошку, а дети специально ждали их у скамеек, чтобы полюбоваться Лилой. Но однажды привычный уклад нарушился. Во время очередной вечерней прогулки, когда они проходили мимо мясной лавки, Лила внезапно замерла. Ее взгляд приковал люк в асфальте. Кошка остановилась как вкопанная, прислушалась, а потом начала тихо и настойчиво мяукать, словно кого-то подзывая. Айши сначала не придала значения, мало ли что показалось. Она потянула поводок, пытаясь увести кошку, но Лила не сдвинулась с места. Она зашипела, принялась царапать крышку лапой и снова издавала те же тревожные звуки. Айши растерянно огляделась. Ничего подозрительного, никакой опасности. В конце концов, кошка позволила увести себя, но с того дня ее поведение резко изменилось. На следующий день все повторилось. Едва они приблизились к злополучному люку, Лила рванула к нему, будто притянутая магнитом. Она уселась рядом и замерла, устремив взгляд вниз, не мяукала, не двигалась, просто смотрела в темноту. В душе Айши поселилась тревога. На третий день произошло нечто совсем странное. Лила вырвалась вперед, едва не угодив под машину, и снова устроилась у люка, словно выставляя караул. Айши совершенно растерялась. Вечером она поделилась переживаниями с мужем Ахметом, но тот лишь отмахнулся. Наверняка там мышь или крыса, вот Лила и охотится. Однако Айши чувствовала, здесь что-то глубже. На четвертый день они снова направились к мясной лавке. Лила всегда радовалась, когда хозяйка покупала ей сосиски. Но в этот раз, едва Айши достала пакет с лакомством, кошка выхватила его прямо из рук и бросилась прочь. Айши в испуге побежала следом. Лила мчалась целенаправленно, не сбавляя темпа, и остановилась только у того самого люка. К изумлению хозяйки, она положила пакет рядом и принялась аккуратно вытаскивать сосиски, сбрасывая их сквозь решетку вниз. Айши подошла ближе и, наконец, услышала. Из глубины доносился едва различимый писк. Ни крысиный, ни мышиный, это был щенячий скулёж. Не теряя ни минуты, Айши вызвала спасателей. «У меня странная просьба», — сказала она диспетчеру. «В люке кто-то живой. Пожалуйста, приезжайте». Через 15 минут прибыли пожарные. Сначала они отнеслись к вызову скептически, но когда один из них наклонился и прислушался, выражение его лица изменилось. «Там действительно кто-то есть», — воскликнул он. Люк вскрыли. Под ним оказался узкий ливневый коллектор. Один из пожарных с фонарем спустился вниз и извлек крошечного щенка, мокрого, дрожащего, еле живого. Лила, наблюдавшая за происходящим, замерла в напряжении. Затем достали второго, третьего. Всего 4. Все находились на грани гибели. Как они туда попали, осталось загадкой. То ли кто-то жестоко сбросил, то ли бездомная собака родила в канализации и не вернулась. Ветеринары позже скажут, что щенки провели в заточении не меньше 3 суток. Лила оказалась единственной, кто заметил и не прошел мимо. Без нее они бы не выжили, щенков срочно доставили в ветклинику. Им поставили капельницы, отогрели, накормили. 2 были в критическом состоянии, но благодаря своевременной помощи все 4 выжили. История молниеносно облетела город. Местные новости вышли с заголовком «Кошка-героиня спасла 4 щенков». Фотографии Лилы с малышами стали вирусными.
Ее называли спасительницей, приемной матерью, ангелом-хранителем в пушистой шубке. Жители окрестностей приносили корм, игрушки, предлагали помощь. Через несколько недель 3 щенков забрали в заботливые семьи, а один остался у Айши и Ахмета. Лила быстро подружилась с ним. Тот самый щенок, которого она первой заметила, стал ее тенью. Он копировал ее повадки, всюду следовал за ней и даже пытался мурлыкать. Айши, вспоминая те события, часто говорила знакомым: если бы не Лила, они бы погибли. Она не просто чувствовала, она точно знала, что там кто-то есть. И не ушла, пока их не спасли. Годы спустя история не забылась, превратившись в местную легенду. Детям рассказывали о кошке, которая услышала зов из-под земли. И каждый, проходя мимо того люка, вспоминал: настоящие герои иногда мяукают. Эта история не только о спасении. Она о внимании, сострадании и невероятной связи между человеком и животным. Лила доказала, даже представители разных видов способны на искреннюю любовь. Она не испугалась, не прошла мимо и подарила жизнь 4 существам. Иногда для подвига не нужно быть супергероем. Достаточно быть кошкой с большим сердцем. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!